Любимый первый ход чемпиона мира 1972 года Бобби Фишера. Классический ответ на Е4. Черный борется за центр пешкой. Атакуем центрального пешку конем. Защита Филидора начинается с хода d6, защищает пешку e5 и позволяет развить слона по светлым полям. Это здорово. Развиваем рыцаря и увеличиваем влияние в центре. Белый развивает коня и атакует центр. Лучший вариант был предложить равный размен фигур. Лучший вариант был атаковать пешечную цепь. Этот ход позволяет противнику прогнать слона. Слон атакован пешкой и должен отступить, или он будет взят. Этот ход вынуждает противника сдвоить пешки. Это логичное взятие. Этот ход позволяет подготовить развитие слона. Выходит епископ, чтобы помочь укрепить позицию. Лучше было бы атаковать пешечную цепь. Развиваем рыцаря и увеличиваем влияние в центре. Этот ход угрожает захватить пешку и получить преимущество после последующих обменов. Теперь пешка надежно защищена. Это сомнительная идея. После серии разменов на доске возникает равная позиция. Очевидное взятие. Рокировка на королевский фланг обычно безопаснее рокировки на ферзевый, потому что король уводится дальше от центра. Оба короля рокировали и готовы к миттельшпилю. Это приемлемый ход. Это не ошибка, но и не сильнейший ход. Этот ход делает коня активнее, позволяя ему лучше контролировать доску. Сохраняет материальное равновесие выгодным разменом. Это логичное взятие. Это здорово. Продвижение пешек перед королем может поставить под угрозу его безопасность. Это не самый плохой ход, но можно было найти сильнейший. Этот ход угрожает выиграть пешку комбинацией. Позиция была примерно равной, а теперь черные получили перевес. Черные продолжают развиваться. Этот ход защищает атакованную пешку. Не замечена возможность в итоге выиграть пешку. Лучше было бы предложить равный размен фигур. Теперь, когда ладья тоже готова, у черной все фигуры готовы к бою. Защищает пешку, оказавшуюся под боем. Этот ход угрожает выиграть слона комбинацией. Конь отступил на безопасное поле. Это отступление из-под шаха коня. Это сомнительная идея. Лучший вариант был взять фигуру. Этот ход позволяет противнику форсировать создание изолированной пешки.
Этот ход приводит к потере пешки. Незамечена оптимальная возможность выиграть пешку комбинацией. Это логичное взятие. Эта ладья сама напросилась на взятие. Король отступает, защищаясь от шаха ладьи. Этот ход позволяет противнику в итоге получить материальный перевес. Теперь черный не сможет помешать белые выиграть, если они будут действовать правильно. Этот ход угрожает форсировать неизбежный мат. Этот ход позволяет противнику форсировать неизбежный мат. Это продолжение форсирует мат. Это был единственный ход. Этот ход возобновляет угрозу мата. Король отступает, защищаясь от шаха ферзя. Принудительный мат больше недоступен, и игра продолжается. Это приемлемый ход. Эта пешка досталась даром. Лучший вариант был сделать слона более активным, выгодно расположив его. Этот ход позволяет противнику создать угрозу мата. Этот ход делает коня активнее, позволяя ему лучше контролировать доску. Это был единственный ход. Эта пешка сама напросилась на взятие. Лучше было бы связать фигуру, напавшую на ладью. Так можно выиграть ладью. Это был единственный ход. Этот ход упускает возможность выиграть ладью комбинацией. Этот ход позволяет противнику форсировать неизбежный мат. White has dozens of strong options after playing e4. A strong response from black that battles for the center. The knight puts pressure on black's pawn on e5 and establishes control of the d4 square. The Philidor defense starts with d6, defends the e5 pawn, and allows the light-squared bishop to develop. That's fine. Developing the knight and increasing influence in the center. White develops the knight and attacks the center. The better move was to offer an equal trade of pieces. This pins a knight to the king. This kicks a bishop. This forces the opponent to double pawns. A clear recapture. The bishop is ready to be developed to an active square. Moving from its starting spot, the bishop gets involved in the game. The better move was to attack a pawn chain. Developing the knight and increasing influence in the center. This threatens to capture a pawn and win material after the follow-up trades. This protects the attacked pawn. This is not the right idea. After all captures, this is an equal trade. A straightforward recapture. Castling kingside tends to be safer than queenside because the king is further from the center. Castling to the same side of the board is a more cautious approach.
That's not a mistake, but it's not the best move either. This is a fair move. This mobilizes the knight, allowing it to control more of the board. This is an equal trade. A clear recapture. That's fine. Advancing the pawns in front of the king can compromise the king's safety. There were worse moves, but also something much better. This threatens to tactically win a pawn. This allows the opponent to force moving the knight to a passive square. Moving the queen gives black more flexibility in the middle game. This defends the attacked pawn. This overlooks an opportunity to eventually win a pawn. The best option was to offer an equal trade of pieces. With the rook now developed as well, black has all pieces ready for action. The pawn is now adequately defended. This threatens to tactically win a bishop. This moves the knight to safety. This evades the check from the knight. This is not the right idea. The better move was to recapture a piece. This permits the opponent to force an isolated pawn. This leads to losing a pawn. This misses a better way to tactically win a pawn. A clear recapture. That rook was free for the taking. This steps away from the checking rook. This allows the opponent to eventually win material. Now black can't stop white from winning material if they make the right moves. This threatens to force eventual checkmate. This allows the opponent to force eventual checkmate. With the right follow-up, this will lead to checkmate. This was the only move. This continues down the road to checkmate. This evades the check from the queen. The forced checkmate is no longer available, and the game continues. That's not a mistake, but it's not the best move either. That was a free pawn. The better move was to move a bishop to a more active position. This allows the opponent to threaten checkmate. This mobilizes the knight, allowing it to control more of the board. This was the only move. That pawn was free for the taking. The best option was to pin an attacker of a vulnerable rook. This is the way to win a rook. This was the only move. This misses an opportunity to tactically win a rook. This permits the opponent to force eventual checkmate.